Привет! Давно не виделись. Затянули мы с выпуском, так что давайте-ка без лишних расшаркиваний добьем эту птаху. Ведь темп модулс в эфире. Поехали! Выполняйте левую 10-минутную коробочку с рабочим до 90, 270. Ленточку не пересекать. А хотя погодите, есть интересное объявление. У нас в Temp Models стартовал групп билд «Ослепительный миг» с призовым фондом 100 тысяч рублей за первые места и с сертификатами и плюшками за призовые от нас и наших партнеров. Набор участников уже в самом разгаре, ссылки на правила и регистрацию ищите в описании. Все, теперь погнали! Итак, для начала я перенес таки ручку фонаря на положенное ей в моем случае место. Арчи, коллега, привет, спасибо тебе за референсы. У эмблемы Дзёмги убрал какие-то разъемы, в моем случае там все гладко и ровно. Пока готовился этот выпуск, мы успели выловить и исправить несколько недочетов в детализации кресла и немного прокачали его геометрию. Кто увидит разницу, тот молодец. А у меня еще и вышло покрасить его гораздо аккуратнее. Не хватает весьма заметной детали. Я про этот фал, который при катапультировании подает креслу сигнал, что фонарь отстрелился. Самый тонкий припой, что у меня был, я сплющил с концов, подровнял ножом и помял пинцетом типа складки. Я потом покрасил в хаке. Этот фал, как и почти всю мелочевку, буду крепить на вот этот скотч. Причем в фонаре есть имитация рамки крепления, и в идеале нужно крепить под нее. Я смазал верхушку и положил фал на нее, одновременно приклеивая фонарь. Эта антенна должна быть бордовой, как и аналогичная на мотогондоле. Исправил цвет у этих круглых крышек. У точек крепления высверливаю только передние отверстия. Положение задних балок мне подскажут кружки разметки, а клея хватит, чтобы все держалось. Почему мне так удобнее, поймете чуть позже, а вообще эта балка уже намек. Попалась эта фотка, по которой я допилю эти дренажные патрубки. Ну, так я считаю, чуточку получше будет. Напишите в комментах, что это такое. Наконец-то на этом этапе дошел до килей. Стыки вышли совсем не страшные, зарастить не составило проблем. Особенно справа. У меня получилось добиться, чтобы стыки выглядели больше как расшивка. А еще по этой фотографии с помощью АК Extreme Metal сталь и алюминия докрасил флапероны. Добавляю еще один этап везеринга. Беру трафареты и, чередуя лаки разной фактурности, пытаюсь сделать блик неоднородным и не скучным. Блин, для такого приема очень не хватает силиконовых или картонных трафаретов с разным рисунком, и чем больше, тем лучше, потому что на рынке прям голод. Пока что применяю эту технику совсем слегонца. Как только заполучу в свои руки силиконовые или картонные трафареты, которые гораздо удобнее и безопаснее, углублюсь в эту тему по максимуму. Еще мне попались вот эти фотографии, и я понял, что мой везеринг мотогондол и воздухозаборников — это детский лепет. Что ж, беру более подходящие оттенки масел. Это для вопросов про кисточки в комментариях. И сперва более ярким оттенком ржавчины, применяя фильтр масляными точками, убиваю желтушность и зеленушность. А потом оттенком темной земли уже гораздо смелее рисую больше потеков разной степени растушеванности или детализированности. Все-таки хорошие фотореференсы сложно переоценить, они решают. На воздухозаборниках, кстати, тоже может быть очень много разных потеков, но я не катал клепку, поэтому сделаю слегонца снизу. Вот теперь кайф. И еще один фейл поправил. Для этого взял патроны на декале у бегемота.
Для антенн и датчиков критически важны толщины, и у пластика они далеко не всегда масштабны, а фототравление не всегда удобно. По крайней мере в сравнении с нашим набором, который как раз поможет заменить на модели самые неудачные детали. Давайте глянем, что можно прокачать. У меня ГВХ-шный набор, который комплектуется металлическим приемником воздушного давления. Хотя у ПВД из нашего набора, который лежит в центре, более верная и незамыленная геометрия при сопоставимых толщинах. Но я возьму металлический ПВД, потому что он прочнее и его чуть легче красить. А вот тут наши датчики вне конкуренции, тонкие и масштабные. Из коробочной на их фоне выглядят как сосиски и будут очень сильно портить вид. У этого датчика в нашем исполнении здесь верная геометрия. И с этим датчиком ГВХ как-то тоже мимо, еще и литье со смещением. С нашим таких проблем не наблюдается. Из коробочный датчик угла атаки вообще сразу в мусорку, потому что только гляньте на эту толщину. И в ГВХ это понимали, поэтому дали его альтернативу фототравлением. Но оно, во-первых, слишком тонкое, а у датчика есть треугольное сечение. А во-вторых, он из двух деталей, а это пайка или суперклей со всеми вытекающими. У наших таких проблем нет. А эти палки, имитирующие стекатели статического электричества, я срезал еще на этапе сборки. Потому что знал, что возьму наши, и они выглядят, мягко скажем, покруче. С вилками этих антенн тоже все однозначно, потому что единственная альтернатива в наборе это фототравление. А оно из двух деталей, ну, вы поняли. Кстати, зацените, походу, если вы случайно какой-то погнули, это все еще допустимо. А пластик из набора вообще мимо и в мусорку. Из коробочную антенну радиокомпаса я потерял, но она там такая же толстая, как и датчики угла атаки. Наша тоненькая и имеет профиль, как на фотке. Оставшиеся две антенны и в наборе неплохие, стоит их менять, если вы их потеряли. Наш набор вспомогательный, не предполагает обязательную замену каждого датчика. Погнали красить. Для металла беру вот такой грунт. А для этой секции АК Burnt Metal. А оставшаяся окрашенная в базовый цвет камуфляжа самолета. А, какова красота! Антенна на брюхе у моего борта радиопрозрачно-белая. АК Extreme Metal сталь беру как базу для резервных ПВД. И в качестве основного цвета вилок и датчиков угла атаки. Наплыв крепления резервных ПВД крашу в Burnt Metal. А лючки снизу в алюминий. С черной смывочкой, конечно же. Секцию в центре крашу вороненой сталью. И еще одна красота готова. Для этой парочки выбрал металлик поблестючий хром. Этот у нас тоже двухцветный. Корпуса стекателей тоже крашу хромом. Если не ошибетесь с углом аэрографа при покраске в белый цвет, рельеф наших стекателей дает интересную дополнительную детализацию. Мелочи приятно. Антенна радиокомпаса на самом деле не белого цвета, а не окрашенная и просто очень матовая. А поскольку матового алюминия у меня нету, я его делаю сам с помощью вот этого крутого лака. Я аж чуть про ствол пушки не забыл, натираю его ганметаллом. Вот по этому трезубцу Посейдона у меня вопросы, потому что хороших фоток я не нашел и, что называется, иду по приборам. Кстати, датчики угла атаки вовсе не обязательно выравнивать по горизонту или по оси. А вот тут стоп. У меня машины производственных серий, на которых этот рассекатель еще не ставился, а позднее он появился. А вот стекатели клею на суперклей, и для скотча у них слишком маленькое сечение, не будет держать надежно. И с датчиками покончено. Здорово, когда они выглядят масштабно. Например, вы после этого ролика резервные ПВД из коробки на других работах будете подмечать на раз.
Пора уже сделать из нашей птахи настоящего хищника. Для этого нам понадобятся переходные балки. На 5 и 6 точках будут БДЗ УСК-А, а на остальных МБДЗ У668. И все это будет нести 38 единиц чугуна в виде ФАБ-250 М54. Итого 10 тонн. Так, стоп, что происходит? Ты что там, растворителя нанюхался, что ли? Спросите вы. Нет, отвечаю вам, просто я в самом начале стройки увидел эту фотографию. А позднее еще и эту. И мне люто захотелось посмотреть это вживую на модели. А еще эти фотки живенько напомнили мне одну известную обложку. Честно говоря, оно еще даже на модели не висит, а я от эпичности уже обалдеваю. А поскольку балки я тянул отовсюду, где только нашел, поэтому и сверлил по одному отверстию на точках подвеса, чтоб не было бед с совместимостью. Из коробочного БДЗ снизу пришлось добавить имитацию болтов, а то там совсем пусто. Подготовка и покраска этого всего и стоила сильной задержки ролика. Эти чертовы МБДЗ весьма полны деталей. Покраску которых надо повторить 6 раз. Терпеть не могу такое. Бомбы красил этим цветом, он на чугуне встречается весьма часто. Единственное, что по этому референсу решил разнообразить покраску бомб, а то 38 одинаково чистых фабин это как-то скучно. Трафарет очень крутой и нужный инструмент. А еще базовый цвет глянцевый, а белый матовый, это создает дополнительный интересный блик. Ладно, мы на середине ролика, а значит по правилу сериала это не окончательный вариант подвеса. Это такой шуточный спин-офф, стоивший мне нешуточных усилий. А так-то основной референс на подвес у меня вот этот вот. Такой типовой на перехват, разве что возьму ЭР и ЭТ. Да-да, послушал бы я, как вы проговариваете это быстро, но четко. Их-то ЭР и ЭТ предлагает набор в отдельной коробке с закосом под дорого-богато. Но печатают их, видимо, сразу на всю линейку сухих, одним комплектом пресс-форм. И пресс-формы устали. Нафиг с этим всем связываться, если можно вот так. Все четко, ровно, гладко, да еще и с лучшей детализацией. А это контрольные кадры на добивку. Ну и плюсик в копилку нашей погони за масштабными толщинами. В принципе, у R73 та же картина, только шевелитья еще и неудобнее убирать. А бонусом у нее точно переразмерено переднее оперение и под вопросом заднее. И вот еще сильный переразмер. Эти крышки сильно выпирают. Вишенка на торте — это дубовое схематичное сопло. И я уже с нашей ракетой начинаю сравнивать, а она, естественно, лишена всех этих недостатков. Вкусную и балдежную ЭР можно взять из этого набора. Внутри найдете все необходимое, как для самих ракет, так и для точек подвески. Даже защитные колпачки на ГСН. Естественно, про декали мы тоже не забыли. Этажку из этого. Внутри все то же самое, что и у ЭР. Добавился только прозрачный литник для ГСН. Ну, а R73 возьмем тут. В упаковке полный комплект на 4 ракеты и оба варианта подвеса, включая АПУ-73 на МиГ-29 и защитные колпаки на сопло. И 2 листа декалей. Автоматические катапультные пусковые устройства из наборов тоже детализирование и аккуратнее из коробочных с более масштабной расшивкой. А главное, они проработаны снизу, так что если вы не намерены загружать каждую точку подвески, выиграете в зрелищности. Тоже касается и переходных балок. Кстати, все эти устройства можно взять отдельным набором, если вам вдруг не нужно вооружение. Все это и множество других образцов подвесного вооружения сразу в 3 масштабах ищите в ассортименте нашего магазина. Там много такого вкусного.
А, еще важный момент. Смолу может повести от перепадов температур. Вопрос, что в этом случае делать? Отвечаем. Наливайте в стакан кипятка, опускаете проблемную деталь секунд на 30-40, и вуаля! У смолы есть эффект памяти, и при нагреве она принимает исходную форму мастер-модели. Мелкие детали можно держать в пару от кипящей воды, только уже в районе секунд 10. Магниты. Давно хотел попробовать, и это самые маленькие, что у меня есть. А сверло чуть больше как раз вписывается. Почти. Потому что у R73 узковатые крепления, и сверло их разрушит. Поэтому, во-первых, магниты надо сместить чутка ниже от креплений, и одинаково для АПУ и ВСУ. А во-вторых, у меня не получилось утопить их в пилоны. Из-за высоты крепления ракеты магниты перестают схватываться. С Р-27 наоборот все просто. Крепления широкие, обнимают пилоны, и магниты плотно соприкасаются. Все, что остается, это не перепутать полярность. Я для этого сначала все пилоны делаю по одной ракете, а потом все остальные ракеты по одному пилону. И силы этих магнитов как раз хватает, чтобы держать такую тяжелую ракету под любым наклоном. Грунтуя, я ракету сразу же и покрашу, потому что эта грунтовка финишная, гладкая и прекрасно заменит краску. Пилоны буду грунтовать этой грунтовкой. Эту пару я использовал для покраски АКУ, АПУ и всех балочных держателей в этом ролике, кроме АПУ-73. Типичная картинка на фотках такая. АКУ и АПУ-470 одинаково светло-серые, а АПУ-73 заметно темнее. Так что, исходя из этого, я 470-е устройство крашу этой парой в соотношении 1 к 1. С АПУ-73 можно поступить еще интереснее, сделать не только темнее, но и разбить на оттенки, как на фотографиях. Так что я к этой паре добавляю C366 и поступаю так. За базу беру C306. Добавляю белого 1 к 2 и высветляю низ. Маскирую низ, добавляю к C306 каплю темно-синего и тонирую верх. Так темные пятна снизу гарантированно не сливаются с верхней половиной. Ну а ВСУ крашу теми же приемами, которые использовал в серии про покраску камуфляжа самолета. Разве что проглядывающий желтизны грунта чуть больше. Теперь перехожу к детализации. Крашу в металл крепления к переходным балкам и всякую мелочевку, рельсы там. Головки болтов, какие-то шильдики. Хочу сделать крепление чуточку интереснее, как на фотке, двух оттенков. Так что пробойником делаю круглые маски на центр, а сталью добавляю новый оттенок. Эту пару беру для деталей снизу. Квадрат темнее, а крышка за ним ярче. То же самое и у АПУ. И у АПУ-73 внутри что-то красненькое есть. Чтоб аэро лишний раз не чистить, заодно выкрашу и нутро сопла. Пробойником делаю ему маску. И назад к алюминию. Металл на КУ отлично читается по этой фотке. И сначала я наношу подложку. А потом на АПУ тонирую ее зеленовато-золотым оканом. А потом добиваю легким слоем АК Burnt Metal. Но это потому, что у меня цвета латуни нету. В ВСУ тонирну только Burnt Metal. И легированные сталью АКУ. И им же тонирую задние рельсы АПУ. Поскольку на наших пилонах расшивка масштабная и миленькая, я сначала делаю смывку. Светло-серым цветом, просто серым и темно-серым соответственно. А потом начинаю вваривать декали. Главное, что я усвоил из этого опыта, крупные декали на кучу технички одним куском нужно чинить по максимуму. Вот как-то так, к примеру.
Вот этот рельеф дан декалями, но лучше сделать его смывкой или еще круче простым карандашом. По смывке на ракетах коротко, она на них почти не нужна. Почти это стык оперения корпусу УР-73 и те декали, что мы заменили смывкой. Тут я сглупил, надо было делать простым карандашом. Чё по лаку? Ну, ракеты довольно глянцевые. Но я свои слегка приглушу, чтобы блик растушевался, а то он сейчас как автомобильный. Бежевый цвет обтекателя у ЭР мешаю на глаз. А в качестве радиопрозрачно-серого на этих накладках подходит С306. Далее на этих накладках есть герметик, и для его имитации возьму белое масло. Розовый герметик смотрелся бы интереснее, конечно, но у меня нет красного масла, мне мешать не из чего. Да и розовый, наверное, лучше с смывкой делать, а не маслом. У искоробочных ракет, к слову, этого силового элемента, ну или что это такое, нету. Оперение ракет на фотках вроде бы и бесцветное, но бликует титаном. Ну и по факту это ж титановый сплав, если не чистый титан. Ща мы эту особенность сымитируем. Да, опять жишка для чиппинга. А кто не в курсе, за подробностями идите в серию про жаропрочки. В паре с титаном отлично работает такая Extreme Metal сталь. Хотя мне текстурка показалась мягкой, я решил сделать ее погрубее. Теперь покрасим головы ЭТ и Р-73. Белый мне, кстати, не пригодился. Сначала я сильно разбавленным красным наношу полупрозрачный слой по краям. Потом делаю песочное пятно в центре. И потом максимальный глянец. Подложку с обратной стороны пробую нанести, чтобы при стыковке оттенки не потемнели и ловился маленький блик. Тут все то же самое, только без пятна в центре. Теперь жопки ракет, а ниже сопла. Мешаю сначала цвет ржавчины, а потом темно-бордовый. И наношу темный поверх яркого через жижку для чиппинга. Водой аккуратно поднимаю чиппинг и получаю похожую текстуру. Под металл на рулях Р-27 я беру черный грунт. И предварительно кромку покрасил белым грунтом и замаскировал. Жижку для чиппинга надо экономить, поэтому пробую другой прием. Сначала крашу руль в супер титан, а потом стираю мелкозернистым финишным абразивом до грунта, получая рандомные пятна. А потом наношу буквально один разбавленный полупрозрачный слой супер титана. Его недостаточно, чтобы перекрыть черное пятно грунта, зато достаточно, чтобы придать ему металлический блеск. Остается только втереть пигмент Gunmetal втиражкой по клепке. Как говорится, красота такова и больше никакова. Пишите, что думаете в комментарии. Крепление крашу вороненой сталью. А точки, имитирующие крепление секции, делаю карандашом. Это лучше, чем смывка и лучше, чем декали. Возвращаемся к нашим АКУ и АПУ. Эти фотки намекают, что надо бы бахнуть маслица. Для АПУ-73 к черному и земляному цвету добавляю эту пару. Мешаю бежевый и масляными точками делаю фильтр на высветление. А дымом и темной землей делаю затемнение и загрязнение. Обожаю масло. Надо больше масел. Для АПУ и АКУ мне потребуется охра. А приемы тут ровно такие же.
И эти тоже готовы. Чистые пойдут между воздухозаборниками. Увлекся и сделал чуть грязнее, ну ничего, интереснее будет. Ну а в СВУ у меня и аэрографом вышло неплохо, а осталось баны накрасить. И основной подвес готов. Неплохо, но не хватает еще, знаете чего? Крутому истребителю нужен крутой и суровый летчик. Это тоже наше литье, набор ищите в продаже в нашем магазине. За дубок и флору сильно не пинайте, он всего около 3,5 см в высоту, так что умел, то и сделал. А теперь жжем дальше. Снижение по вашему направлению. 202, Новосибирск 1, точка работы. Разрешил снижение до эшелона 8. Разрешили до 80-го возможно 602. Сердце звук, робкий взгляд и сила рук.
звездный час моей мечты в небесах, в небесах. На заре голоса зовут меня. На заре голоса зовут. Да, подвес с бомбами это, конечно, лютый эпик. Не зря старался. Но на модели останется эта ракетная нагрузка, как и полагается чистопородному истребителю. За сочными фоточками и того и другого идите к нам в соцсети, ссылка сейчас на экране и в описании к этому видео. Также регистрируйтесь на турнир, там уже много участников, так что будет интересно. Ссылка на регистрацию и правила в описании. Ну что, вот и финал. Пишите в комментариях, чё, как вам? А для меня это был очень сложный проект. Что-то получилось хорошо, а где-то капец как накосячил. Но в целом я доволен. Чтобы сделать лучше меня или хотя бы повторить увиденное, весь джентльменский набор найдете в нашем магазине. А я тем временем оформлю диораму с аэродромом. Все выйдет одним большим видосом или серией маленьких, еще решим. А следующий проект будет некоторое время готовиться в кулуарах, чтобы потом опять выйти с серией видео и целым сезоном. Анонс мы сделаем отдельно, так что следите за нашими соцсетями. Пишите, кстати, в комментариях, что бы вы хотели видеть следующим. Поздравляем и вас, и себя с финалом, и до скорого!